Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Черный обочинник. Часть первая. Последний рейс Мамонта. Степан выплюнул в окно окурок примы и покрепче перехватил потертый, обтянутый дешевой кожаной оплеткой руль своего старого КамАЗа 54-115. Коллеги по автобазе ласково звали эту машину Мамонтом за невероятную живучесть, вечно заляпанный соляркой лоб и глухой утробный рык ярославского дизеля, который, казалось, мог работать даже на сырой нефти напополам с болотной жижей. Степану в этом году бахнуло 62. 40 из них он провел на трассе. Его лицо напоминало топографическую карту дальнобойных маршрутов СССР и СНГ. Глубокие, задубленные ледяными сибирскими ветрами морщины, вечный прищур левого глаза от дыма и седая, жесткая как щетка щетина. Этот рейс из Ульскута до глухого северного поселка Тында должен был стать последним. Дочь из Новосибирска уже 3-й месяц слала слезные письма. «Папа, уходи на пенсию. Нянчи внуков. Хватит гробить здоровье на зимниках». Степан соглашался, но внутри все равно выло от тоски. Трасса, она как болотная ведьма. Если один раз затянула, по колесо всосала, то уже не отпустит, пока до костей не обгладает. Шел 3-й час ночи. Федеральная трасса Лена на этом участке превращалась в сущий кошмар. Разбитый грейдер, присыпанный мелким, острым как стекло гравием, зажатый с обеих сторон глухой, вековой якутской тайгой. 2 недели лили дожди, и теперь над дорогой стоял плотный, неподвижный туман. Он был странно грязно-желтого оттенка, а в свете фар казалось осязаемым, словно машина продиралась сквозь слои мокрой ваты. «Ну давай, милый, поднажми!» – проворчал Степан, глядя на стрелку манометра давления масла, которая лениво подрагивала у нижней границы нормы. «Еще верста 150 до стоянки. Там и починим твой забитый фильтр». В кабине было тепло. На панели тихо шуршал старый кассетный магнитофон «Пролежень», гоняя по кругу затасканную ленту с песнями Михаила Круга. Одинокая тусклая лампочка подсветки приборов отражалась в лобовом стекле, создавая иллюзию уюта посреди этой бесконечной ледяной пустоты. Вдруг рация-трехватка в углу кабины зашипела, изрыгнув сноп белого шума,
сквозь который пробился далекий, тонущий в помехах голос. «Братишки, кто на 140 километре, не тормозите там, на обочине, не вздумайте!» Голос оборвался на высокой, вибрирующей ноте, словно говоривший резко нажал на тангетку или у него перехватило дыхание. Степан потянулся к рации, нажал кнопку ответа. «Канал, я 70-й, кто в эфире? Повтори, браток, плохо слышно, туман глушит. Что там на 141-м?» В ответ лишь глухое, мертвое шипение, словно на том конце провода рацию опустили в глубокий, полный ледяной воды колодец. Степан бросил тангетку на сиденье. На душе заскребли кошки. На северных трассах шутить не любили. Если кто-то орет в эфир среди ночи, значит дело дрянь. Разбойники? Сейчас уже не 90-е, хотя в этих глухих углах до сих пор пропадали фуры вместе с водителями и грузом. Медведь-шатун? Для июля рановато, еды в тайге полно. Через 5 километров Мамонт преодолел затяжной подъем и выскочил на ровный, прямой как стрела участок. На придорожном столбике, едва заметном в грязи, мелькнули цифры 140. Степан сбросил скорость до 40 км в час, перейдя на пониженную передачу. Впереди, у самой кромки тумана, фары выхватили силуэт. На обочине, прижавшись к ржавому барьерному ограждению, стояла фура. Старая американская Скания, лохматого года выпуска, с длинным трехосновым полуприцепом-рефрижератором. Машина была полностью черной, ни единой наклейки, ни номеров, ни габаритных огней. Даже стекла кабины казались покрыты толстым слоем матовой сажи. Но самым странным было не это. У машины не было колес. Полуприцеп и сам тягач стояли прямо на брюхе, глубоко увязнув в раскисшей жирной глине обочине, словно они вросли в эту землю десятки лет назад. Из-под днища прицепа свисались длинные грязные лохмотья, то ли порванного брезента, то ли высохшей древесной коры, которые лениво шевелились, хотя ветра в тайге не было совсем. Степан прижался ближе к левой полосе, собираясь обойти странный автопоезд по дуге. Когда кабина Мамонта сравнялась с кабиной черной Скании, он не удержался и посмотрел в боковое окно. За черным, покрытым изнутри каплями влаги стеклом чужого тягача сидел водитель. В тусклом свете камазных фар Степан успел разглядеть его силуэт. Человек в старой засаженной кожаной куртке сидел неестественно прямо, цепившись обеими руками в огромный руль. Его голова была повернута в сторону Степана, под таким углом, который живой человек вряд ли бы выдержал без перелома шейных позвоночников. Лица не было видно, сплошная черная тень, но посреди этой темени горели два маленьких, абсолютно круглых желтых огонька, как у волка или у бешеной собаки. Степан похолодел. Нога сама собой вдарила педаль газа в пол. Дизель Мамонта взвыл, выплевывая в трубу облака черного дыма, и грузовик рванулся вперед, оставляя жуткую черную фуру позади, в желтом массиве тумана.
Часть вторая. Попутчик из тумана. Прошло около получаса. Сердце Степана постепенно возвращалось к нормальному ритму, хотя ладони на руле все еще оставались мокрыми. Он списал все на усталость и обман зрения в тумане. Да под утро и не такое привидится. Глаза замылились, вот и показались габаритные отражения за волчьи глаза. Вдруг рация снова ожила, но на этот раз шипения не было. Звук пошел чистый, четкий, словно говоривший сидел прямо на пассажирском сидении КамАЗа. «Хорошая у тебя машина, старик, надежная, только масло гонит из-под третьей головки, скоро застучит». Степан дернулся, едва не улетел в кювет. Он схватил тангетку. «Ты кто такой? Откуда знаешь про головку? Слышь, шутник, ты кто вообще?» «Я сзади», — тихо, с легким свистящим придыханием ответил голос. «Я всегда сзади, на пятки наступаю». Степан бросил взгляд в зеркало заднего вида. За габаритами его прицепа «Шаланды», груженного тяжелыми буровыми трубами, висела сплошная стена желтой мути. Ни фар, ни силуэтов, никого. «Пошел ты нахуй!» Зло выдохнул старик и выключил рацию, полностью обесточив прибор. Музыка на кассете тоже кончилась. Лента с тихим щелчком остановилась, и в кабине воцарилась тяжелая ватная тишина, нарушаемая лишь мерным воем мотора. Через 2 километра фары выхватили впереди фигуру человека. Он стоял посреди дороги, прямо на осевой линии, раскинув руки в стороны. На нем был рваный брезентовый плащ с капюшоном, скрывающим лицо. Степан резко ударил по тормозам. Многотонный автопоезд занесло на мокром гравии. Прицеп пошел складываться ножницами, но старый водитель мастерски сыграл рулем и газом, выравнивая махину в сантиметрах от кювета. КамАЗ остановился с тяжелым шипением воздушных тормозов. Человек в плаще стоял всего в метре от бампера. «Ты что, смертник проклятый?» – заорал Степан, распахивая тяжелую дверь кабины и высовываясь наружу. «Жить надоело, я ж тебя чуть на фарш не пустил». Человек медленно опустил руки. Капюшон сдвинулся назад, и Степан осекся. Перед ним стоял молодой парень, лет 25. Одет он был в старую советскую штурмовку, вся грудь и живот которой были густо залиты засохшей, почти черной кровью. Лицо парня было бледным, как стиранное полотно, а губы посинели от холода. Но глаза были человеческими, большими, полными дикого, смертельного испуга. «Дядька, подвези!» – прошептал парень. Его голос, несмотря на то, что двигатель КамАЗа продолжал работать, донесся до Степана отчетливо, словно парень стоял прямо у уха. «Подвези, она идет за мной!» Она уже близко. «Кто идет? Садись быстро!» Степан не мог оставить раненого человека посреди глухой тайги. Гуманизм дальнобойщика, воспитанный еще в советские времена, сработал быстрее, чем включился здравый смысл. Парень взлетел по металлическим ступенькам кабины с пугающей неестественной легкостью. Словно в его теле вообще не было веса. Он хлопнул дверью,
и забился в дальний угол пассажирского сиденья, поджав колени к груди. От него пахло старой мокрой шерстью, ржавчиной и подвальным холодом. Степан включил передачу, и грузовик снова тронулся. «Как звать-то тебя, сынок?» — спросил старик, поглядывая на попутчика. «Что случилось? Разбойники? На кого напоролся?» Парень не отвечал. Он неотрывно смотрел в правое боковое зеркало, и его зубы мелко, часто стучали, издавая сухой, костяной звук. «Сашка, я!» — наконец выдавил он. «Из Иркутска. На МАЗе шел, тралом шел, бульдозер в Якутск тянул. 3 дня назад это было. На 141-м километре колесо стрельнуло. Стал менять, а домкрат повело. Машина с моста сорвалась, прямо на меня. Грудь мне раздавила дядь Степан, напрочь раздавила». Степан на секунду отвлекся от дороги, уставившись на парня. «Погоди, как ты говоришь, раздавила? А как же ты тогда?» «А я не умер». Сашка повернулся к нему, и на его бледном лице появилась странная, мертвая улыбка, обнажившая серые, подсохшие десны. Вернее, умер, да земля не приняла. Она пришла, черная фура. Она всех собирает, кто на этой трассе кости оставил. Все мы теперь у нее в прицепе едем. Кондуктор там у нее, жуткий, из червей и ржавой проволоки сделан. Он мне сказал: «Беги, Сашок, если до утра тебя живой грузовик не подберет, навсегда моим колесом станешь». Вот я и бежал, 3 дня по тайге бежал, ног не чуя, а она сзади идет, слышишь? Степан прислушался. Сквозь привычный, знакомый до последнего винтика рокот своего дизеля он вдруг уловил другой звук. Это был тяжелый, низкий, вибрирующий гул огромного двухтактного мотора. Так работают старые американские дизели Detroit Diesel с характерным металлическим свистом турбины и утробным рыком, от которого начинает подрагивать земля. Звук приближался с пугающей скоростью. Часть 3. Гонка с призраком. В зеркале заднего вида желтый туман вдруг начал закручиваться в гигантские спирали. Из этой мути вынырнули 2 круглые огромные фары. Они не светили белым или желтым, они горели мертвенным, фосфористическим желтым огнем. Черная Скания шла на обгон. Машина без колес, летящая в полуметре над разбитым грейдером, двигалась со скоростью хорошего легкового автомобиля. Из-под ее днища во все стороны летели искры, смешанные с кусками ржавого металла и гнилой коры. Полуприцеп-рефрижератор шел ходуном. Из его щелей во все стороны хлестала густая серая жижа, которая, попадая на лобовое стекло КамАЗа, тут же засыхала грязной, пахучей коркой. «Жми, дядь Степан, жми, родной!» — закричал Сашка, забившись под панель приборов. «Если она нас прижмет к обочине, все, хана! Нам до моста надо, до Алдана. Через реку она перейти не может, вода живая ее держит». Степан и сам понимал, что шутки кончились. Перекрестившись, он выжал педаль газа до самого металлического пола кабины.
Мамонт взревел так, словно в него вселился бес. Скоростимер показал 80, 90, 100 километров в час. Безумная, самоубийственная скорость для ночного зимника в тумане. Тяжелый прицеп швыряло из стороны в сторону. Трубы на шаланде звенели, натягивая стальные тросы креплений до звона гигантских струн. Черная фура шла вровень. Кабина тягача сравнялась с КамАЗовской. Степан снова посмотрел направо. Окно чужого грузовика теперь было опущено. Тот самый водитель с волчьими глазами протянул руку наружу. Рука была длинной, обтянута серой, потрескавшейся кожей, сквозь которую проглядывали ржавые болты и стальные тросы вместо сухожилий. Он держал в руке тяжелую, ржавую монтировку и с силой ударил по правому зеркалу КамАЗа. Зеркало с треском разлетелось на мелкие осколки. «Ах ты, тварь механическая!» — взвыл Степан. Злость на мгновение вытеснила страх. Этот грузовик был для него не просто куском железа. Он был его домом, его кормильцем 40 лет. Моего мамонта гробить. Не бывать этому. Старик резко крутанул руль вправо, подрезая черного призрака. Тяжелая стальная шаланда КамАЗа, груженная тоннами буровых труб, со страшным грохотом ударила в бок черного рефрижератора. Звук удара был странным. Не металл, а металл, словно огромный мешок со старыми костями бросили на гнилое бревно. Черную сканию отбросила к обочине. Она зацепила барьерное ограждение, вырвав с корнем 3 бетонных столбика, но не перевернулась. Напротив, из разорванного борта ее прицепа наружу хлынул кошмар. Степан успел заметить в свете своих фар, что внутри рефрижератора не было ящиков с грузом. Там, плотно прижатые друг к другу, стояли человеческие тела. Сотни тел, водители в засаленных робах, дорожные рабочие в оранжевых жилетах, случайные попутчики. Все они были бледными, иссохшими, их глаза горели теми самыми желтыми огоньками. Рты были широко раскрыты в беззвучном вечном крике. Они шевелили руками, пытаясь дотянуться через пробоину до кабины Степана. От этого зрелища Сашка на пассажирском сиденье издал дикий, протяжный вой и начал таять. Его силуэт стал прозрачным. Сквозь его грудь Степан увидел обивку сиденья и старую сумку с инструментами. «Спасибо, дядь Степан!» – прошелестел Сашка, и его голос растаял в гуле мотора. «Я до моста не доеду! Ты гони, гони!» Парень исчез, оставив после себя лишь мокрое пятно на сиденье и резкий запах болотной сырости. Часть 4. Святая вода Алдана. Степан остался один. Черная фура, отправившись от удара, снова набирала ход. Ее дизель выл на ультразвуке. Турбина свистела, как падающий бомбардировщик. Зеленый свет фар заливал всю кабину КамАЗа, делая приборы похожими на светящиеся гнилушки. Вдруг мотор мамонта чихнул. Раз, другой. Стрелка давления масла упала в красную зону.
Из-под капота повалил густой белый пар. Та самая третья головка блока, про которую говорил голос из рации, не выдержала бешеной гонки и лопнула. Машина начала стремительно терять ход. Скорость упала до 60, потом до 40. «Ну давай, родной, ну еще немного!» Со слезами на глазах умолял Степан, гладя рукой горячий пластик панели. «Не подведи под конец, мы же с тобой полстраны прошли!» Впереди, сквозь пелену тумана, наконец показались массивные бетонные опоры моста через реку Алдан. До них оставалось метров 300. Стальной настил моста тускло поблескивал в предрассветных сумерках. Черная фура уже шла на таран. Она пристроилась сзади. Ее ржавый, утыканный штырями бампер находился в сантиметрах от КамАЗного прицепа. Еще секунда, и многотонный удар выбросит теряющий ход КамАЗ с насыпи прямо в вековую тайгу. Степан выключил передачу, позволяя машине катиться по инерции, и из последних сил нажал на педаль тормоза, одновременно включая блокировку заднего моста. КамАЗ резко вильнул хвостом. Черный призрак не успел среагировать. На огромной скорости он нанизался своим капотом на выступающие далеко за пределы шаланды буровые трубы. Тяжелая сталь толщиной в 3 сантиметра прошла сквозь кабину черной Скании, как нож сквозь масло, за секунду превратив водителя с волчьими глазами и двигатель в кашу из ржавого железа и черной слизи. От страшного удара мамонт выкатился прямо на деревянистый настил моста. В ту же секунду за спиной Степана раздался звук, похожий на взрыв цистерны с газом. Он обернулся. Черная фура, застрявшая на трубах, не смогла пересечь невидимую границу, проходящую по береговой линии реки. Как только ее передний бампер навис над водой Алдана, машина начала стремительно разлагаться. Сталь превращалась в рыжую, летящую по ветру ржавчину. Пластик осыпался серым пеплом, а тела сотен пленников внутри прицепа с тихим, облегченным вздохом растворились в наступающих утренних лучах солнца. Через минуту все кончилось. На въезде на мост лежали лишь 3 ржавые буровые трубы, сорвавшиеся с прицепа, да куча черной, жирной копоти, которую быстро смывал начинающийся утренний дождь. Эпилог. Солнце поднялось над тайгой, окрасив небо в нежно-розовый чистый цвет. Туман рассеялся, словно его и не было. Старый КамАЗ стоял посреди моста. Из-под его капота лениво струился сизый дымок. Мотор мамонта умер окончательно, отдав все свои железные силы до последнего вздоха. Степан вышел из кабины. Его ноги дрожали, руки не слушались, но на сердце было удивительно спокойно. Он подошел к краю моста, оперся на перила и посмотрел вниз, на могучие, быстрые воды Северной реки. Настоящая живая вода несла свои волны к океану, смывая ночной кошмар. Старик достал из кармана пачку примы, вытряхнул последнюю сигарету и чиркнул спичкой. Он затянулся, глядя на восходящее солнце.
«Ну вот и все, Мамонт», — тихо сказал он, повернувшись к своей затихшей машине. «Приехали. На пенсию нам пора. Оба заслужили». Через 2 часа его подобрал идущий попутным курсом пустой автовоз из Нерюнгри. Водитель, молодой парень, долго расспрашивал Степана, что случилось с его мотором и почему у него выбито правое зеркало. Но старик лишь отмахивался, ссылаясь на старую поломку. Степан уехал в Новосибирск. Руля он больше не касался. Устроился сторожем на лодочную станцию у реки. Но каждую ночь, засыпая под мерный плеск воды, он до сих пор слышит в темноте далекий свистящий гул мощного американского дизеля и видит 2 маленьких, крупных волчьих глаза, которые ждут его на 141-м километре северной трассы, на трассе, с которой невозможно уйти до конца.